так же? Тогда досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о городе Фетия и окружающих его красотах. Но перед этим обязательно поставьте пальчик вверх этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо большое. Итак, что же такое Фетия? Это небольшой городок на юго-западе Турции, на побережье Средиземного моря. Расположен он в 40 километрах от аэропорта Даламан, откуда можно доехать на общественном транспорте или же такси. Автобусом можно доехать до автовокзала города за 60 минут и 23 лиры. В Фетию едут те, кто любят природу, пляжи, хайкинги, яхты, атмосферные места, хорошую еду и стильные рестораны-бары. И, кстати, в Фетии предпочитают отдыхать европейцы. В большинстве своем это британцы и немцы, тогда как русскоговорящие туристы едут в Олюденис, маленький городок в получасе езды от Фетия. И если вы уже знаете, где находится этот город, то пора узнать, что же здесь посмотреть. К достопримечательностям Фетии обычно относят интересные места в радиусе 50 километров. Добраться до них очень просто самостоятельно. Можно арендовать машину или байк. Альтернативным и практически всегда удобным способом может стать общественный транспорт, местные долмуши, которыми можно добраться куда угодно. Итак, 5 вещей, которые обязательно нужно сделать, находясь в Фетии. Прогуляйтесь по узким улочкам старого города. Он находится в самом центре, недалеко от порта и автовокзала. На улицах старого города дома в основном 17 и 19 веков, в которых теперь размещаются сувенирные и текстильные магазинчики, кафе и ресторанчики. Поторгуйтесь на местном рынке. Здесь вы найдете традиционные турецкие сладости, специи, украшения и много чего другого. Насладитесь ликийскими гробницами, памятником древней архитектуры IV века до нашей эры. Это скальные захоронения, подобные тем, что есть в Даллине. Прогуляйтесь по набережной. Она тянется рядом с улицей Ататюрка на 4 километра. Начинается она от порта, вдоль пришвартованы яхты и прогулочные кораблики. Советую заглянуть вот в эту кафешку. Она находится на верхнем этаже здания, откуда видно весь город. Дойдите до пляжа Чалыш. Находится он в одноименном поселке, в 15 минутах езды, ну или часе ходьбы от старого центра города. Вдоль набережной много магазинчиков, кафе и баров, где вечерами играет живая музыка. А теперь 5 мест, которые находятся чуточку дальше от города, но от этого не менее прекрасны. Посетите Саклыкент. Это каньон, вымытый небольшим ручейком в скалах. По дну его протекает речушка, поэтому в скользкой обуви туда нельзя. Придется много лазить по камням. По каньону проложена прогулочная тропа с мостиками и переходами. Местами можно по реке ходить даже вброд, любоваться водопадами, порогами. Самые смелые решаются искупаться, но вода здесь всегда очень холодная. Вход для взрослых 9 лир. В начале каньона есть несколько сувенирных магазинчиков и кафе. Одно из них построено прямо над речкой. Налюбуйтесь долиной бабочек свысока. Это маленький пляж в лагуне, зажатый между скал. Ширина пляжа метров 300. Вода чистая и прозрачная. Множество цветов и зелени. Выделите целый день на поездку в Даллин. Покатайтесь на лодке, проведите пару часов на пляже Истузу, одном из самых красивых пляжей Турции. О всем об этом смотрите в моем видео о Даллине вот здесь. Насладитесь природой Ликийской тропы. Это современный туристический трек между Фетией и Анталией, протяженность которого составляет более 500 километров. Тропа пролегает среди горных и морских пейзажей. Ну и самое главное, полюбуйтесь на голубую лагуну Олюденис с высоты птичьего полета. Сделать это очень просто. Достаточно забронировать прыжок с горы Бабадаг
в тандеме с инструкторами в любом агентстве Фетия. Никакого опыта или сертификатов не нужно. Параглайдинг на Толю Деннис обошелся мне в $65, плюс фото и видео в районе $20. На свою камеру или телефон снимать запрещается в целях безопасности. Трансфер от офиса компании до места прыжка и обратно входил в стоимость. В Фетии я была в сентябре 2020 года. Путешествовать можно и нужно. Главное, как говорится, осторожно. Берегите себя и до встречи в новом городе. Пока!